Сейчас мы в прифронтовом городе. Не скажу для секретности какой, но я хорошо разбираю, что передо мной красивая женщина и военная, и она медик. Да. И представьте, пожалуйста, как... Меня зовут Наталья, позывной мой сестра. С первых дней войны пришла добровольцем, получила оружие не в военкомате. Это вы в 22 году Да. в феврале, да? Да, в первый день войны, когда я проснулась под звуки взрывов, я в прошлом военная, контракт отслужила, но была авиация. То есть я погоду, метеоспостерегач. Вот. И когда я проснулась от взрывов, я позвонила своему командиру, так как я в первоочередном запасе была. Он сказал, что сейчас авиация не нужна. Я сказала командиру, что я пошла в армию. И пришла в армию. И сразу вас направили в медчасть или было какое-то промежутное время, где вы служили в других войсках? Нет, изначально нас было 10 человек, нам дали отрезок города, который мы должны защищать. Мы начали окапываться. Через 10 дней пришло больше людей, у нас более 100 человек было. Вот. И тогда нас построили и спросили, кто что умеет делать. В 2016 году я прошла курсы по такмеду. Патрик, американский военный, привез к нам вообще в Украину, что такое такмед, потому что мы до этого не знали. Тогда я была в авиации и рвалась на фронт, так как мои друзья очень много погибали. Я прошла эти курсы, но командир собрал и объяснил, почему я не могу ехать на фронт, потому что если нужна будет авиация работать, очень долго человека обучать, чтобы самолет мог подняться в воздух. Поэтому я 3 года контракта с 14 по 17 отслужила и ушла. А когда на сборах спросили, кто что знает, я подняла руку и сказала, что такмед в 16 году. И мне сказали, будешь медиком? А вот это в котором году вы стали медиком? В 22-м официально. Военный. Официально, да? 16-й год. Я прошла курсы такмеда. И вот, значит, вы как медик на первых позициях, и у вас тыловая медицина? Нет, я с ребятами выхожу на позиции, когда мы воевали перед этим, другая у нас была боевая задача, и мы в лесах воевали, туда я выходила с ребятами, но поняла, что моя работа там неэффективна, потому что у нас мы друг от друга находимся в 1,5 метра, и когда работает снайпер, моя работа, к сожалению, уменьшается на 0, потому что я не могу рисковать собой, потому что я ребятам нужна буду, живой, чтобы они выжили. А вам приходилось с поля боя вытаскивать тяжело раненых, скажем, смотреть, как умирают ваши товарищи в глазах? Какое чувство тогда у вас было? Вы вспоминаете тот ужас войны, ведь следующим могли быть вы сами. Вот это жизнь и смерть, это соотношение в тот момент, когда вы вытаскивали своего друга. Страха нету, потому что ты делаешь все, что от тебя возможно. Ты пытаешься спасти его в первую очередь, потому что в дальнейшем смотреть семьям в глаза – это намного сложнее. И говорить, почему я его не спасла, у нас, к сожалению, снайпер снял побратима, убил прямое попадание в голову, он был в шлеме, но в шлеме есть, как вы знаете, места, которые пробиваются. Это где шлейка идет, там он самый слабый, и именно туда попала пуля. И когда я на похороны не поехала, потому что мне было очень тяжело. Когда я через год была на памятник мы поставили, его жена подошла ко мне и спросила: Наташа, ты же сделала все, что было в твоих силах? И вот это самый сложный момент, когда родные спрашивают, какие его были последние минуты, и все ли мы сделали, что могли сделать. Я думаю, с ваших глазах, что вы делали свое дело добросовестно. А скажите, пожалуйста,
какая ваша функция была? Перевязка или операции, или вроде побольше возможностей по этой программе, по которой вы обучались? Ну, у меня домедичная допомога. К сожалению, у нас нету с собой переливания крови, мы не можем сделать. Сейчас это только в Украину приходит. Но для этого нужно рюкзаки правильные, чтобы носить правильно. Сейчас мы, к сожалению, можем только остановить массивную кровотечу, оказать домедичную допомогу, дыхательные пути открыть, правильно уложить бойца в безопасное положение и ждать эвакуацию. Скажите, пожалуйста, как вы видите, это сейчас такой настал момент, что подсознание у многих бойцов есть надежда на какое-то остановку горячее время. Я думаю, вы медик и в то же время психолог, потому что это вы только лечите не только тело, но и душу. Да. Как вы сейчас чувствуете, какое сознание у ваших побратимов, как они готовы до конца, или они, знаете, самосохранение, если у человека все равно дождаться какого-то мирного времени? Ребята уже очень устали, запал пропал, вот тот, который вперед и до конца. На данный момент, когда идет любая потеря в подразделе, ребята очень ломаются психологически и морально. И, к сожалению, мы 3 года воюем и всегда в горячих точках. Мы много ребят теряем, и с каждым разом становится все сложнее и сложнее ребятам. Они не понимают, для чего они делают это, потому что они не видят конца. Они не знают, когда они смогут попасть домой к родным и близким. Они не понимают, потому что у нас нету последней точки. Если был бы закон 36 месяцев ты отслужил, и ты идешь домой, либо то хочешь оставаться. Демобилизация. Да. Было бы проще. Ребята бы понимали, что это их решение оставаться здесь в дальнейшем. Но так как ты получаешься как в рабстве... Да, не зная конца, когда да, это будет. И это очень тяжело. Все очень морально устали. И многих ребят сейчас настрой, что любое мирное соглашение, оно может дать нам передышку психологическую. Мы не оплакиваем ребят, которых мы теряем. Так же, как и девушек, очень много мы потеряли, медиков. Вот. Мы их не оплакиваем. У нас просто нету для этого времени. Так это вы чувствуете себя как робот уже? Да. Без человеческого понимания, что ужас вокруг, это да. Обыкновенные потери. Да, это сейчас мы больше... Выключаются все эмоции, и ты просто утром просыпаешься, говоришь спасибо, Господи, что ты проснулся утром, и вечером, когда, если у тебя есть возможность лечь в теплую кровать, ты еще раз благодаришь и думаешь, что завтра все будет лучше и лучше. Но сейчас мы как роботы, да, по-другому вот лучше и не скажешь. Мы как роботы, просто у нас есть программа, нам нужно держаться и держаться до последнего. А как вы охарактеризуете ваш обычный день, распорядок обычного дня? Какой он бывает? Или все примерно одинаковые, или каждый день... Каждый случай, каждый день, он каждый день новый, и ты не знаешь, когда у тебя сработает тревога, ты не знаешь, когда тебе нужно будет брать рюкзак и бежать вперед. Вот, и, ну, он всегда разный. Ответьте, пожалуйста, что я думаю, что не заметный. Он всегда, каждый день он разный, и ты не можешь предугадать, что будет сегодня и как он закончится. Он может начаться прекрасно, на позициях тихо, все хорошо, и через час это все меняется, и мы начинаем думать, как эвакуировать ребят. Эвакуация у нас, к сожалению, очень слабая. У нас ребята 300-е могут находиться на позициях от суток и до 2 недель. И... Есть оказание надлежащей помощи медицинской, да? Да. А в чем это
Беда. Беда... Самой организации или не хватает специалистов? Нет, беда в том, что у нас сейчас война с дронами. Угу. Дроны это машины, которые они могут сутками кружить. И мы не можем просто вывести бойца, потому что если мы за одним отправим 3, то мы можем 4 потерять. А как сказать вот тем людям, которые нуждаются в медицинской помощи, подожди, когда будет случай к тебе подойти? Это самое сложное. Это самое сложное, когда командир в радиостанцию сообщает о том, что сейчас, к сожалению, мы не можем тебя забрать. Нужно ждать либо, чтобы туман был, либо дождь, чтобы дроны не летали. И из-за этого мы теряем больше ребят, и из-за этого у нас больше инвалидов становится. Потому что если бы оказанная медицинская помощь была вовремя, возможно, нога, рука осталась бы на месте. А, к сожалению, через сутки, через 2 с турникетом она уже... Да, нужно ампутировать. Ампутировать нужно. И потом психологически, опять же, ребята на этом тоже ломаются, что его побратым рядом с ним, он не может ему никак оказать. Он перемотал, он затянул турникет, и больше он не может ничего сделать. И они начинают... как угасает человек. Да. Скажите, а как вы представляете свою жизнь после вот этой кошмарной войны? Все равно вы думаете о будущем? Или уже нету силы думать и смотреть, что все равно когда-то кончится этот кошмар? Что будет после этого с вами? 2 года назад я еще строила планы на будущее. Но сейчас, к сожалению, я живу одним днем. Только выживание? Да. И мы сейчас приехали к вам не пустыми руками и привезли какие-то медицинские вещи. Я хотел бы, чтобы вы их передали. И наше сочувствие тем ребятам, нашу подмогу тем ребятам. И мы постараемся вам помочь, чем сможем. Потому что знаем ваших друзей, и наши друзья, как наши братья. Спасибо вам за интервью, и вам, чтобы вас Бог бережет. Спасибо вам. Спасибо. И вам большое спасибо. Когда приезжают иностранные журналисты, для наших ребят это большое, что вы осветляете нашу проблему, что мы не одни, и это для нас очень важно, что Украину поддерживает весь мир, поэтому перемога за нами. Да, да. Спасибо вам большое. Вам спасибо.